Вот такая квартира после строителей. Привет, друзья подписчики! Продолжаю ремонт своими руками в однокомнатной квартире. В целях экономии строительные компании все чаще сдают квартиры без штукатурки. Поэтому в этом видео я покажу самый дешевый способ выравнивания стен гипсокартоном. Почему я выбрал гипсокартон? Во-первых, это недорого. Примерно 1 квадратный метр стоит $3,5. Во-вторых, гипсокартон продается небольшими листами. И так как ремонт я делаю сам, неудобно его погрузить, и он также помещается в автомобиле. Но прежде чем крепить гипсокартон на стену, я решил провести тест двух клеев. Это клей Pearl Fix и клей пена. Начнем с клея пены. Я подготовил 3 фрагмента гипсокартона. На каждый из них я нанесу клей пену. Но первый я прижму к стене, второй не буду прижимать, а третий прижму спустя 3 минуты после нанесения пены. По технологии стена у меня прогрунтована, поверхности перед нанесением пены увлажнены. Пена хорошо перемешана и нанесена по периметру и по центру каждого образца. Первый образец сразу прижимаем к стене. Заодно посмотрим, насколько пена раздуется. Второй образец просто прикладываем к стене, не сильно прижимая. А третий образец оставляем на 3 минуты после нанесения пены. Спустя 3 минуты видим, что пена разбухла, но все еще липкая. Прижимаем его к стене. Оставляем сохнуть на 30 минут. Спустя 30 минут убеждаемся, что пена полностью высохла. И для начала проверим, какой же получился слой пены после высыхания. Образцы, которые я прижимал к стене, первый и третий, показали 7 мм. Второй образец, который я не прижимал, а просто приложил к стене, показал 17 мм. Также сверху это хорошо видно. Но меня прежде всего интересует, какую же нагрузку выдержит каждый образец. Вот таким нехитрым приспособлением будем пытаться оторвать каждый фрагмент от стены и записывать максимальный вес, который выдержал каждый из них. Полученный результат меня очень приятно удивил. Я не ожидал, что гипсокартон на пене сможет выдержать 26 килограмм. Это 2 бутылки по 10 литров и 1 бутылка 6 литров. Более того, абсолютно все образцы справились с такой нагрузкой. И поскольку я уже технически не мог повесить больше вес на данную конструкцию, я решил устроить полный краш-тест для данных образцов. Я к 20 килограммам еще решил добавить мешок цемента в 25 килограмм, итого 45 килограмм. Только после такого веса гипсокартон сдался. Но что интересно, второй образец оторвался от стены, в отличие от первого. Напоминаю, что второй образец мы не прижимали к стене. Итак, какие можно сделать выводы? Гипсокартон на пене показал себя очень хорошо. Он легко и быстро наносится, быстро сохнет и выдерживает вес больше 25 килограмм. Но эксперимент показал, что гипсокартон с пеной все-таки лучше прижимать к стене. При этом не обязательно ждать, пока пена полностью раздуется, так как это не обычная монтажная пена, а клей пены, которая менее подвержена разбуханию. Пена очень крепко приклеила гипсокартон к стене. Даже используя вспомогательные инструменты, не так просто его отодрать.
Как видно, гипсокартон ломается раньше, чем отрывается пена. И с первым образцом, который мы прижали сразу после нанесения пены, ситуация аналогичная. Гипсокартон ломается, но пена продолжает его держать. Приклеивает так сильно, что рукой почти нереально оторвать. Еще один вывод можно сделать. Это то, что прижимание клей-пены увеличивает пятно контакта. Возможно, поэтому неприжатый образец второй оторвался от стены. Также я решил делать еще один тест. Насколько крепко пена приклеит гипсокартон к газоблоку. Газоблок довольно пыльный и хрупкий материал, поэтому он также был предварительно прогрунтован. Как видим, и в этом случае пена выдержала больше 20 кг. Первым разрушился гипсокартон, но пена продолжает его держать. А сейчас я проведу аналогичные испытания, только с клеем для гипсокартона Pearl Fix. Делаем замес клея согласно инструкции и наносим на два образца. Первый будет с толщиной клея 5 мм, второй 15 мм. После нанесения клея слегка прижимаем к стене. Аналогично делаем со вторым образцом, только наносим клей не 5 мм, а 1,5 см. И поскольку клей Pearl Fix сохнет несколько дней, оставляем наши образцы на неделю. И спустя неделю приступаем к нагрузочным тестам. Вот максимальный вес, который выдержали оба образца. Это 45 кг. Две бутылки по 10 кг и мешок 25 кг. Гипсокартон на Pearl Fix выдержал немного больше вес, чем на пене. Предполагаю, это связано с тем, что крюк упирался в затвердевший клей, частично распределив вес и защитил гипсокартон от преждевременного разрушения. Так как клей после затвердения представляет себя очень крепкий материал, который не так-то просто оторвать от стены, даже используя специальный инструмент. И что интересно, Pearl Fix на втором образце спустя 7 дней все еще оставался мокрым. Он также был более мягким и легче мазался на пальцы. Итак, пена для меня показалась более удобным материалом для поклейки гипсокартона. Она выдерживает большой вес, легко наносится без пыли и грязи, быстро сохнет, обеспечивает лучше шумоизоляцию и по доступной цене. Я остановил свой выбор на клей-пене и можете посмотреть, как я клеил гипсокартон на стену. Ну и в конце покажу несколько секретов, как упростить работу с этим материалом.
Первый секрет по работе с клей-пеной. Прежде чем наносить, необходимо обе поверхности увлажнить. Пену необходимо наносить по периметру и в центре тонким слоем во избежание лишнего раздутия. Необходимо оставлять зазор до 1 см между полом и потолком. Для избежания перепадов между листами используйте зажимы из системы выравнивания плитки. Так как пена твердеет в течение 15 минут, необходимо в течение этого времени лист гипсокартона держать прижатым к стене. Или воспользоваться таким приспособлением – длинный гибкий профиль с грузом. И вот финальный результат поклейки гипсокартона своими руками. На следующем этапе необходимо будет зашпаклевать стыки и уложить армирующую ленту. После шпаклевки комната имеет такой вид. Ну и самое главное, стены получились очень ровные. Что же касается расхода пены, то на эту комнату ушло 4 бутылки. Комната площадью 16 квадратных метров, высота потолков 2,70. Надеюсь, видео было полезным. Желаю всем хороших идей. Пока-пока.